Друзья, всем привет! Как-то так получилось, что уже прошел целый год с момента моего переезда во Францию и с момента начала моего обучения в местной магистратуре. И сегодня я решила рассказать вам про свою учебу, показать вам некоторые подсъемы из моего университета и рассказать о том, как проходит моя учеба и как повлияла эта учеба, что самое главное, на меня, как на специалиста, как на теоретика кино и на киноведа. В глобальном смысле я буду магистром кино, киноведения, но во французском варианте моя специальность, мое направление называется «Approche historique et socioculturelle du cinéma et de l'audiovisuel», что переводится как «социокультурные и исторические подходы к кино и к аудиовизуальным искусствам». И я хочу, чтобы вы уже на этом этапе ощутили колоссальную разницу в подходах к обучению не только на кинематографических профессиях, но и в целом в гуманитарной сфере. Потому что в российских университетах в принципе такого направления не существует. И найти что-то похожее, что-то близкое, очень сложно. Во французских вузах выбор огромный. Поэтому, когда я выбирала, на какое направление мне ехать учиться во Францию, у меня глаза разбегались. Я просто не знала, с чего выбрать. Выбор был огромный. Но, в принципе, этот огромный выбор, который предоставляет Франция, неудивителен, потому что вся нация здесь, они действительно живут кино. Французы живут кино, это правда. И не только в университетах есть большой выбор, на кого отучиться в сфере кинематографа, но и в профессиональной среде огромное количество профессий, узкоспециализированных, узконаправленных, потому что я здесь узнала просто огромное количество новых профессий в сфере кино, о которых я даже не подозревала. То есть я даже не мыслила такими категориями. Это очень забавно. И для меня это настоящая находка, потому что я как гуманитарий изначально настраивала себя и готовилась к тому, что всю мою жизнь мне придется работать, не знаю, за 15 тысяч рублей, что я со своим дипломом вообще нигде никогда и не пригожусь. То есть быть гуманитарием в России — это, в принципе, заниматься, я не знаю, каким-то самоистязанием на ежедневной основе. Чтобы у вас появилось более полное представление о том, чем я занимаюсь на своей учебе, я перечислю вам несколько предметов, которые у нас преподавались в этом году. Начнем с курса, который назывался «Témoin et témoignage», дословно переводится как «свидетель и свидетельство». Это курс, посвященный вопросу свидетеля и свидетельства в рамках документального кино. Еще один курс назывался «Интертекстуalité» и, собственно, был посвящен интертекстуальности в кино. Также у нас был курс, который назывался в переводе «Вопрос приема», и он был посвящен тому, как конкретный фильм принимается публикой и разными типами публики в разное время, в разных странах, в разном культурном контексте. Думаю, 3 предметов, 3 названий будет достаточно для того, чтобы у вас сложилось понимание о том, что курс довольно специфический, и, наверное, эти названия и, в принципе, программа со стороны для человека неподготовленного, несведущего в кино звучит довольно жутко, странно, обтекаемо, вообще что это, о чем все это, но на самом деле лично для меня эти курсы такими не кажутся, я себя чувствую абсолютно комфортно, мне абсолютно все понятно, я вообще настолько в этой жизни уже преисполнилась, что мне все давно понятно. Короче, я угораю, но понятно, о чем я говорю. Самое главное, что я себя чувствую в этом комфортно. Что касается самой учебы, стоит ли вообще говорить о том, что во Франции подход к ней абсолютно иной?
Начнем с того, что здесь все супер расслаблено. Студенты могут опаздывать, могут разговаривать на парах, могут абсолютно спокойно высказывать свое мнение о курсе, о преподавателе. Никто здесь никого не будет осуждать, как-то, не знаю, заваливать, как-то выделять в негативном смысле, я имею в виду со стороны преподавателей. Ну и сами преподаватели тоже опаздывают. И, в принципе, относятся к студентам как-то на равных, не знаю, все очень дружественно, да, в недружественной стране. Все очень расслаблено, короче, кайфово. Не знаю, у меня абсолютно нет никаких претензий в этом плане. Я очень быстро в это влилась, и я очень рада этому, потому что я переживала, что нагрузка будет слишком большая, стресс будет слишком сильным, прессинг, да, какое-то давление будет тоже слишком интенсивными, но все оказалось совсем не так страшно. И что еще стоит здесь добавить, как мне кажется, это важно, это то, что в среднем, по моим ощущениям, люди здесь более интеллектуально подкованные, и в рамках, в контексте кино люди, даже обычные люди, которые не связаны никаким образом профессионально или там по учебе с кинематографом, даже они в курсе кинематографических мероприятий, новинок, ретроспектив, классики. Просто как пример, я как-то пришла к врачу-терапевту, и врач-терапевт мне написал помимо рецепта выписанного, он мне еще выписал на отдельной бумажке название подкаста про кинематограф, который мне обязательно стоит послушать. И эта интеллектуальность французов, она создает на самом деле довольно такое ощутимое различие в наших с ними менталитетах. И эта приверженность рацио, рациональности, она отвечает не только за взгляд французов на жизнь, да, не только влияет на язык, и вообще в целом на всю там государственную систему, также она влияет на систему образования и на методологию, которой здесь пользуются в университетах. И вот эта методология — это та трудность, с которой я столкнулась. Но на самом деле в нее нужно вникнуть, нужно просто быть повнимательнее, нужно больше читать по-французски, больше изучать работы других людей, других исследователей, и потихонечку вот эта структура в голове, она начинает проявляться. Для меня это трудно, но как бы что, надо смириться, надо продолжать просто работать в этом направлении. И вот что касается этой структурности, почему мне еще с ней сложно? Потому что я сама по себе человек с таким, как бы так мягко выразиться, с пытливым и с очень активным умом, мышлением, и на самом деле с холерическим темпераментом. Я склонна скакать по верхам, я склонна хаотично работать, очень так отрывисто, прерывисто. И для меня это трудность вот как бы вникнуть вот в это вот структурное, такое холодное, рациональное мышление. И раз уж об этом зашла речь, сейчас расскажу про еще одно отличие меня и французов, которое создает некоторые сложности. Дело в том, что студенты в моей группе, ребята все имеют в анамнезе, да, в качестве диплома первой ступени высшего образования довольно разные специальности. И это, как ни странно, казалось бы, кому нужен диплом, да, опять же, вот к этому разговору, что типа, подотри своим дипломом, никому он не нужен. Но я прекрасно почувствовала огромную разницу между нашими подходами и нашими взглядами на кино, в зависимости от того, кто на кого учился изначально. Привожу пример. Я училась на искусствоведа. У меня искусствоведческий диплом. И поэтому я склонна рассматривать кино очень часто через те инструменты, которыми я пользовалась, когда занималась искусствоведением, когда изучала в основном живопись, да, в своем первом университете. Один из моих одногруппников учился на философии. И у него абсолютно другой взгляд на кино, он приводит абсолютно другие источники, другие имена, он ориентируется вообще на иную систему
восприятия мира. А есть ребята, которые учились на кинематограф. И они прямо вот закончили бакалавриат и сразу тут же пошли на магистратуру в рамках прямо одного и того же университета. И, конечно, с этими студентами довольно сложно конкурировать, потому что у них есть мало того, что у них есть база кинематографическая, они там занимались, да, разборами этих фильмов все там предыдущие 4 или 5 лет. Так они еще и делали это в рамках одного и того же института, одного и того же университета, с одними и теми же буквально преподавателями. И поэтому, конечно же, им проще, чем тем людям, которые вышли из немножко других сфер. Смежных, но все-таки других. Но несмотря на наши отличия, учеба у всех все равно проходит одинаково. У нас огромные списки на посмотреть, на почитать, на сходить, на изучить. Ну и, конечно, в рамках учебы мы смотрим огромное количество фильмов. Как мне говорила одна из преподавательниц, вот 5 дней в неделю, 5 вечеров, вот вы смотрите фильмы, вот просто вы должны это делать, это минимум, это даже вообще не обсуждается, это вот минимум, который вы должны посвящать просмотру кино. И российское кино, кстати говоря, в основном, правда, советское, но все-таки российское кино здесь в почете. Тарковского вообще знают все, Тарковского, естественно, обожают. Какого-нибудь Льва Кулешова, Эйзенштейна, в общем, классика таких, да, мастодонтов российского кинематографа, тут все знают. И что меня еще очень позабавило, одна из моих преподавательниц рассказала мне, что она, оказывается, то есть в конце года я это узнала, что все это время она, оказывается, знает русский, так, немного. И она мне сказала, что она смотрит фильмы, выложенные на русские сайты с открытым доступом. И в почете здесь, как и следует ожидать, конечно же, больше авторское кино, а не коммерчески направленное. И еще, к слову, про русское кино. Я здесь, собственно, пишу выпускную работу под названием «Образы Безобразного в моральном и эстетическом аспектах у Балабанова». То есть я открываю для своих преподавателей, для своих одногруппников творчество Алексея Балабанова, которого на самом деле здесь не особо хорошо знают. Меня за выбор темы похвалил мой научный руководитель, потому что он сказал так, вот к нам приезжают люди из... Откуда он сказал, не помню. К нам приезжают люди из Тайваня, допустим, и пишут работу по Гадару. Но вот что люди из Тайваня могут нам рассказать про Гадара? А вот вы молодец. Выбрали режиссера, с которым вы из одной, да, культурной почвы выросли, поэтому это супер круто. Так что я с большой мотивацией занимаюсь своей работой. 100 страниц меня ждет впереди. В общем, подводя немножечко итог всего сказанного, я хочу сказать так. Конечно же, это просто очевидно, что учеба за границей, переезд в другую страну – это колоссальный опыт, который, вне зависимости от конечного результата, останешься ты в этой стране, уедешь ты в другую страну или вернешься, не знаю, в свою страну родную, это не имеет никакого значения. В глобальном смысле это колоссальный опыт, который стоит того и который очень много раскрывает вам самим о вас самих. Я чувствую, что я на своем месте. И один из таких ключевых моментов, который стал для меня вообще шоком в свое время, я не думала, что так будет, но я осознала, что со всеми моими вот этими пристрастиями, да, к мрачным проявлениям в кино, к этим уродливым монстрам, к безобразному, к каким-то деформированным образам, я со всем этим оказалась здесь кому-то интересно. И люди всерьез относятся к моей работе. Они всерьез ее вычитывают, они всерьез советуют мне что-то, да, рекомендуют посмотреть, почитать. Я не знаю, понимаете ли вы, о чем я говорю, но я в Петербурге очень часто испытывала это чувство полнейшей фрустрации, что я хочу
высказаться, что я хочу что-то рассказать, я хочу что-то исследовать. У меня есть вектор, по которому я хочу двигаться. Но я прекрасно знаю, что это никому не нужно. Что это не нужно, что это неинтересно, что это никогда не будет монетизировано, это никогда не будет превращено в какую-то работу, да, серьезную, что это вообще может быть каким-то серьезным вкладом, там, как бы, на секундочку, да, в кинематограф, в мировой даже. То есть, как я говорила выше, быть гуманитарием, быть там научным сотрудником, да, в России, это вот это страдать от своей невозможности куда-то прибиться. Это вот мотаться туда-сюда, от работы к работе, жить на копейки. Ну, я так не хочу. Вот. Поэтому я сделала свой выбор, я об этом абсолютно не жалею. Конечно, переезд, миграция — это сложно, это тяжелая адаптация. У всех это проходит одинаково. Наверное, это одна из вещей, которая меня в этом во всем успокаивала, что у всех это проходит одинаково. Это просто нужно пережить. Конечно, никто не знает, как повернется конкретно там твоя жизнь, да, в эмиграции, куда она приведет, чем она закончится. Вот. Но пока живется как живется, и как бы, ну, вот я себя чувствую на своем месте. И, кстати, тут я хочу еще добавить, что, знаете, есть такая фраза, что-то из разряда: куда бы ты ни ехал, ты везде берешь самого себя. Ну или что-то такое. И звучит это настолько вообще вот демотивирующе. Сразу вообще не хочется ничего делать. Потому что реально, куда я ни поеду, я везде буду несчастлив, да. Я везде буду вот такой, какой я сейчас. Но это не так. И я здесь поняла, что это не так. Иногда на самом деле нужно поменять контекст, нужно поменять жизнь вокруг. И тогда ты сам меняешься, да, потому что это размышление на тему, что первично сознание определяет бытие или бытие определяет сознание. Ну вот когда как, короче, мой ответ. Мой гениальный ответ — когда как. Иногда реально бытие определяет сознание. Вот. На этом все, мои дорогие подписчики, друзья. Я теперь буду вас просить подписываться на мой канал, ставить мне лайки, ну, потому что меня это мотивирует, потому что мне будет приятно. Я все-таки работаю, стараюсь, и я была бы вам очень благодарна, если бы вы поддержали меня таким образом. Спасибо за просмотр. Я желаю вам хорошего дня и хорошего кино впереди. А мы с вами, как обычно, встретимся в следующий раз на этом канале и поговорим с вами про кино. Пока!